Доброго всем времени суток. Сегодня тема пойдет не о джипах, так что, ребята, джиповоды, можете переключать. Эта тема пойдет для пыжеводов. Почему я решил записать видео сегодня? Потому что это не тема там заменить колесо, заменить тормоза. Она намного важнее. И эту тему почему я поднимаю? Потому что я менял масло в коробке автомат. Прошло время, и спустя, сейчас будем смотреть, сколько я проехал. 83,509 было. Сейчас. $87. Поначалу было все классно, сейчас я заметил на кикдаунах возможное неадекватное поведение. Есть у меня такое подозрение, что ребята на моем любимом сервисе не обнуляли счетчик, потому что они меня как раз таки, когда заливали масло, они меня не допустили. Так как я такой задрот, я люблю видеть, как они все делают, чтобы ничего не сломали. Если сломали, чтобы они заменили это все при мне. Они бросили, оставили или что-то там скурвили. Сейчас столкнулся с тем, что присутствует на кикдаунах неадекватная работа коробки. Я скачал программку и сегодня хочу произвести своим конвоем. Скачал программу и попробуем посмотреть, обнулили ли ребята счетчики масла. Если не обнулили, я буду обнулять. Ну и буду высчитывать, сколько было залито масла. И так как все-таки масло уже покаталось 3000, небольшой процент на это накину. Буду высчитывать и уменьшать счетчики, если же все-таки эти счетчики не были уменьшены. Потому что на таком пробеге там счетчики должны уже довольно много показывать. А судя по тому, что ребята должны были их после замены скинуть, обычно это скидывается на 0, и никто там ничего не высчитывает. И с пыжеводами я тоже общался с сервисом, они сказали, что они тоже не высчитывают. Я сказал, ну хорошо, делайте 0. В принципе, пробег не такой большой, хотя лучше было бы, конечно, его все-таки высчитать и поставить. Масло не полностью оттуда высасывается, и старение все-таки надо учитывать. Ну, будем проводить сканирование. Буду показывать, что будет дальше. Все, двигаемся дальше. Скидываем крышечку, берем вот здесь рукой, где я держусь, тянем, дергаем, потом дергаем с другой стороны оттуда, ну и крышечка у нас вываливается, и открывается доступ к разъему. Подключаюсь к своему устройству, для этого вставляю его. Лампочки видно, вон. Плохо видно, лампочки горят. Сегодня солнце, так что и поворачиваем ключ. Вот видно сейчас как раз хорошо лампочки. И поворачиваем ключ. Дальше выбираем программку. Программка у нас будет FAB. FAB Lite. Это, ребята, не полная версия, так как обычно бывает пробник. Ну и здесь будем делать подключение. Так. Уже у нас пошли циферки. Так, нам надо будет нажать Gearbox. Так. Сигнал, правда, Wi-Fi не очень хороший.
Так, здесь получше уже сигнал. Так, я сейчас пересяду чуть-чуть. Так, чуть-чуть пересел для лучшего сигнала Wi-Fi. Вот вы видите лучший сигнал Wi-Fi здесь у нас. Так, и сейчас мы нажимаем тест Actions. Предупреждение, та-та-там, специал. Что мы видим? Счетчик стоит 544. Ну что, это, ребята, означает, что они меняли масло и обнуляли все-таки этот счетчик. 544 это очень небольшой показатель. Так что 90%, что они его меняли и обнуляли. 90, в принципе, 100. Тут должны быть цифры в тысячи. Сейчас я буду высчитывать после нуля километраж и примерно старение соответствует или нет. Возможно, этот счетчик наоборот добавлю. Так, высчитал. Это 1420 должно быть. Хватит. Ну что, ребята, после адаптации прогреваюсь. Это у меня газ стоит здесь. Прогреваюсь хорошо, чтобы трогаться уже непосредственно на прогретом двигателе. Вот так вот. Адаптацию провел, программу убрал и опять заходил, и там стоит уже 1400. Так что раньше у меня такой программы не было, и я отдавал им. Но теперь уже программа есть. В принципе, в дальнейшем замены масла в коробке буду делать сам. Вот такая вот история, ребята. Будем смотреть на результат, на разницу, что поменяется в работе. Ну, сейчас я поехал, буду тестировать, как ведет себя коробка после адаптации под старение масла. Ну что, ребята, пока стою на переезде, оно пищит там, хочу доснимать и сказать мое мнение. Это вообще, ребята, другая коробка. Абсолютно другая коробка. Я только вижу циферки, которые меняются. Вообще никаких нету нареканий. Так что адаптацию просите, чтобы делали согласно замененному маслу. Потому что я, когда им пришел и сказал про вот это все дело, они мне сказали, мы нулим на нуль. Я говорю, ну ладно, говорю, нулите на нуль, блин. Можно было бы высчитать замененное масло. Ребята, это официальный сервис. Они ничего не высчитывают, просто нулят и все. Я все-таки подошел к этому больше серьезнее, так как это моя машина, и так как ее жалеть будете вы, никто жалеть не будет. Вот я это все дело осуществил. Я надеюсь, никаких пинков больше не увижу. Испытал только что и кикдауны при обгонах. Вообще никаких движений нету. То есть ты видишь, как меняются циферки. Ну что можно подметить? Коробка у нас адаптивная, подстраивается под манеру вождения каждого. Ну и учитывая из этого, значит, она очень чувствительна. Очень будет чувствительна и к замене масла, и к правильному обнулению старения масла, так как для корректной работы все-таки, ребята, надо, чтобы корректно было все высчитано и прописано. Если вам предложат нулить все-таки, чтобы ставить 0, вместо того, что у вас циферки там были, не соглашайтесь, просчитывайте сами, говорите им цифры, ну, просите
фотографию или присутствуете, как у вас там, или видео пусть вам снимут. Но все-таки я сегодня испытания провел, и я удивлен, насколько, ребята, что даже после замены масла она себя так не вела. Потому что она была, можно сказать, некорректно настроена. Почему некорректно? Ну, потому что масло, густота у него другая, а мозги подстраиваются под то, что оно более старое, или, как мы перестроили, более новое. Ну и неадекватное переключение у нее начинается. Ну вот так вот. Поначалу, после замены масла, мне вроде все устроило. До момента, когда появились, я часто катаюсь на спорт режиме, люблю это дело. И я начал замечать, что все-таки она работает не так, как должна. Ну, сегодняшняя история, я думаю, пыжеводам будет интересно. Все, ребята. Всем удачи, не ломайтесь.